Представьте себе девушку. Ей 16 лет, она живет в маленькой деревне во Франции, 1347 год. Она никогда не встречалась с мужчиной, и через 3 дня она выйдет замуж за человека, которого видела один раз. А теперь представьте другую девушку. Барселона, 2026 год, у нее в телефоне 600 мужчин, и это больше, чем девушка из Франции увидела бы за всю свою жизнь. И она не может выбрать ни одного. Добро пожаловать в эпоху, где у нас есть приложение знакомств, 1000 матчей и где мы невероятно одиноки. Сегодня мы живем в удивительное время. У нас есть доступ к тысячам потенциальных партнеров. У нас есть приложения, которые обещают найти того самого за 3 дня. У нас есть свобода, о которой наши прабабушки и прадедушки не могли и мечтать. Но никогда не было так трудно выбрать, остановиться и довериться. Мы мечемся между древними инстинктами, которые толкают нас искать идеального, и современными реалиями, где идеальных не существует. А есть только мы, люди, с нашими травмами, ожиданиями и потребностью быть любимыми такими, какие мы есть. Меня зовут Алиса Сидоренко, и в этом подкасте мы отправимся в путешествие. Мы будем копать глубоко, от первых аграрных поселений, где брак был просто способом не умереть с голоду, до нейробиологических лабораторий, которые сканируют мозг влюбленных и пытаются найти формулу счастья. Мы будем говорить о том, что из древних выстраданных веками принципов нам и сегодня помогает, а что душит и мешает. Что мы потеряли, когда получили право выбирать любовь, и что приобрели такого, чего не было ни у одной цивилизации до нас. Давайте перенесемся с вами на 10 тысяч лет назад. Представьте себе небольшую группу охотников-собирателей, кочующих по саванне или лесу. Их мир — мир горизонтальных связей. Например, если сегодня один мужчина убил мамонта, он не становится главным по мясу. Он делится мясом с другими, потому что завтра кто-то другой найдет ягоды или выкопает коренья и поделится с ним. Или другой пример. Самый опытный охотник ведет группу на охоту, но когда охота заканчивается, его слово больше не главное. Вопросом, где поставить шалаши, может заняться самая старая женщина, которая знает, откуда не дует ветер. Главное правило — лишнее — это обуза. У тебя ровно столько, сколько ты можешь унести на себе. Никаких амбаров, загонов для скота или полей, которые нужно защищать. Жилище — просто хижина или шалаш, который бросают без сожаления. Люди живут коммунами, внутри которых, конечно, есть пары и семьи. И эти семьи не являются автономной экономической единицей. Они встроены в этот лагерь, в коммуну. Еда, добытая мужчиной, не принадлежит исключительно его жене и детям. Она распределяется по всему племени, по сложным правилам родства и взаимности. Если отношения не заладились, пара могла разойтись, и община от этого не рушилась. Собственности общей не было, делить нечего. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» пишет: в то время в первобытной коммуне, как у охотников, господствовал матрилинейный род. Происхождение вели по матери, потому что отцовство было установить сложно. И поскольку имущество принадлежало всей деревне, ничего делить и не требовалось. И вот случается аграрная революция. Появляется скот и земля, что считалось настоящим богатством, и это перевернуло мир. Человек решает осесть и начать возделывать пшеницу. Это выбор, продиктованный стремлением к стабильности. И впервые у людей появляется материальный актив. Земля, которую ты возделал, твоя. Зерно, которое сохранил в амбаре, твое. Мужчине, владеющим землей и стадом, все это необходимо накопить, защитить и передать по наследству. Теперь уже не всему племени, а своим детям. И чтобы это сделать, мужчине нужно было утвердить патриархат, установить жесткую моногамию для женщины, чтобы быть уверенным в отцовстве. Кстати, отсюда вытекает жесточайший контроль над женской сексуальностью. Мужчине нужно быть абсолютно уверенным, что ребенок, который будет пахать его землю в будущем, его кровь и плоть. Ее верность женщины становится экономической необходимостью. Ну и, конечно, нужно выделить семью из рода как отдельную ячейку, владеющую капиталом. Вы спросите, а что же любовь? Любовь была. Люди любили во все времена. Об этом мы узнаем из шумерских любовных поэм, созданных еще до нашей эры, египетских писем и римских текстов. Но романтическая любовь не была фундаментом для создания семьи. Семья создавалась исключительно для выживания и воспроизводства.
Любовь могла прийти позже или не прийти вообще, и это не считалось трагедией, потому что трагедией было не выжить. Любовь жила рядом, но общество не поощряло ее публичное выражение и не считало важной хоть для чего-либо. Уважение, долг, рождение детей и совместное ведение хозяйства — это был идеал. И люди не знакомились, они заключали союзы. Вопросом было не в кого мне влюбиться, а какой союз будет правильным для той семьи, частью которой я являюсь. А сейчас давайте вернемся в наши дни. 2026 год, февраль. Представьте Марину. Ей 32. Она маркетолог в крупной компании. Днем уверенно ведет переговоры, а вечером, лежа в кровати, открывает Тиндер в 100-й раз за неделю. Ее большой палец сам механически скользит по экрану. Вот парень с собакой в 2 километрах от нее. Мило. Вправо. Вот фото на Бали, банально, влево. А вот кто-то в лыжном шлеме на заснеженном склоне. Марина тоже любит горы. Вправо. И вдруг между одним безразличным влево и автоматическим вправо она ловит себя на том, что уже полчаса листает ленту, а перед глазами просто размытые лица. Она чувствует ком разочарования. Нет, не в этих незнакомцах, а в самом этом ритуале, в этой бесконечной, бесплодной прокрутке лиц, улыбок и кратких описаний. Прошли тысячи лет. Амбары с зерном превратились в амбары с данными. Поля, которые нужно было защищать от чужаков, стали нашими цифровыми профилями, которые мы заполняем. Контроль над женской сексуальностью сменился контролем над собственным образом в сети. Но если вдуматься, вопрос, который мучил девушку из Франции в 1347 году, и вопрос, который мучает Марину сегодня, это зеркальные отражения друг друга. Тогда выбор отнимали обстоятельства, род, выживание. Сегодня выбор отнимает сам выбор, его бесконечность. И как будто, получив наконец право решать, мы обнаружили, что наш мозг, тысячелетиями заточенный на выживание в условиях дефицита, просто не знает, что делать с этим карнавалом возможностей. Марина отбрасывает телефон в сторону и переключается на сериал, на работу, на что угодно, лишь бы заглушить этот внутренний голос. И здесь мы подходим к интересному. Тысячи лет до нее весь этот огромный кусок человеческой истории наш мозг учился работать в одном режиме. Дефицит. Ресурсов мало, партнеров мало, вариантов мало, надо хватать и держаться. И под этот режим эволюция выточила идеальный нейрохимический механизм. Древний механизм быстрого отбора партнеру. Поскольку это всегда было критическим для выживания, мозг развил быстрые эвристики, мгновенные оценки и эмоциональные маркеры — влечение, интерес, отвращение. И тут мы немножко отойдем от истории и погрузимся в нейробиологию. Знаете ли вы, что происходит, когда мы проводим пальцем по экрану? Каждый свайп в приложении знакомств — это не просто движение. Каждый раз, когда вы свайпаете вправо, ваш мозг не просто реагирует. Он запускает целую нейрохимическую карусель. В момент предвкушения, когда вы надеетесь на взаимность, выделяется адреналин или норадреналин, как его называют в нейробиологии. Это гормон стресса и возбуждения, который ускоряет ваше сердцебиение, обостряет внимание и создает тот самый адреналиновый кайф ожидания. А если происходит матч — бум! Всплеск дофамина, нейромедиатора удовольствия и зависимости, который активирует путь вознаграждения в мозге, точно так же, как в азартных играх или при употреблении веществ. Это вещество настолько мощное, что его выброс активирует те же цепи, что и доза кокаина. Этот цикл — адреналин от надежды, дофамин от победы, падение серотонина из-за того, что вас не выбрали, снова и снова расшатывает вашу психику, превращая поиск совпадений в эмоциональные американские горки. Но это не все. С точки зрения нейробиологии здесь задействованы и другие процессы. Самая хитрая — периодическая система подкрепления. Вы никогда не знаете, когда наступит следующий матч, через минуту, через час или придет ли он вообще. И именно эта непредсказуемость ломает психику сильнее всего. Мозг начинает работать как одержимый игрок. Еще одно вращение барабана, еще один свайп, еще, сегодня повезет. Мозг требует больше стимулов для той же радости, что вызывает раздражительность, перепады настроения и даже иногда симптомы депрессии. Весь этот коктейль гормонов вызывает зависимость. И, как говорит Хелен Фишер, биолог-антрополог, эти приложения продают величайшую награду жизни — любовь, и отказаться от этого практически невозможно.
Нейробиология Марины не уникальна. Ее мозг использует тот же самый механизм, который использовали люди сотни и тысячи лет назад. Он находится в состоянии непрерывного поиска сигнала, который может привести к награде. Но есть одно критическое различие. До появления технологий ожидание было другим. Оно было долгим, глубоким, один взгляд, одно письмо, один человек. И весь дофаминовый цикл разворачивался вокруг одного источника. Сегодня источник меняется каждые несколько секунд, и происходит противоположное. Чтобы увидеть, как этот механизм функционировал в мире, где стимулы были редкими, давайте вернемся назад. XII век, юг Франции. Реально живущий рыцарь-трубадур Жофре Рюдель, принц Блае, сидит в своем замке и пишет стихи о женщине, которую он никогда не видел. Он слышал о красоте графини Триполитанской, и этого ему хватило. Он называет ее «Амор де лон» — «любовь издалека». Письма идут месяцами, если идут вообще. Каждый звук копыт вестника, и сердце начинает неумолимо стучать. Представьте себя на его месте. Каково это быть Жофре? Вы не знаете, получила ли графиня ваше письмо. Вы не знаете, что она о вас думает и думает ли вообще. У вас нет даже ее фото. Есть только оглушительная тишина ожиданий, в которой мы, люди 21 века, наверное, сошли бы с ума. А для Жофре эта тишина была топливом. Эта средневековая любовь обнажает его таланты и стремления. Он пишет стихи и ищет способы соприкоснуться с дамой своего сердца через творчество, превращая внутренний огонь в слова, метафоры, чтобы выразить свое желание. Он совершает подвиги на турнирах, посвящая победы даме своего сердца, чтобы доказать свою ценность. Он сочиняет музыку для лютни, где мелодии воспевают ее красоту. Он совершенствуется, изучая этикет, философию, воинские искусства, становясь достойным через дисциплину и самоотверженность. Это не была пассивная тоска. Это был активный процесс, где любовь, как катализатор, раскрывает таланты и скрытые способности, превращая обычного воина в поэта или героя. Жизнь в XII веке сама по себе была школой терпения. Урожай не вырастал за день, письмо шло месяцами. Выживание зависело от циклов природы, которые нельзя было ускорить свайпом. Психика людей была закалена этим ожиданием, как сталь в кузнице. Они были устойчивее к тишине и неопределенности. Сегодня нам технически легче, но эмоционально невыносимо тяжело. Мы требуем все и сразу. Мы не готовы ждать, и поэтому любая пауза воспринимается как личное оскорбление или сигнал «ты не нужен». Кстати, расцвет куртуазной любви XII века впервые стал тем временем, где любовь начала противостоять браку. Это было радикально. Эта любовь была не просто романтической фантазией, она была формой бунта. Потому что в XII веке браки не заключались по любви. Они заключались по расчету, по земле, по крови, по союзу между семьями. Любить открыто женщину, которая не была твоей женой, означало впервые в истории поставить внутреннее чувство выше социальной функции. Это был тихий, почти незаметный переворот. Впервые человек говорил: «Мое внутреннее переживание имеет значение, даже если оно ничего не меняет во внешнем мире». Но давайте присмотримся к этому механизму повнимательнее, потому что здесь кроется первая странность. Он работает только при одном условии — недоступности объекта. Если бы графиня Триполитанская ответила Жофре взаимностью, если бы он мог обладать ею, делить с ней быт, видеть ее немытой и уставшей, стал бы он писать стихи, или страсть угасла бы, столкнувшись с реальностью. Куртуазная любовь держалась на дистанции, на том, что женщина чужая, далекая, запретная. Жофре любил образ, свою фантазию. Или вот Данте Алигьери. Он встретил Беатриче Портинари всего дважды в жизни, в 9 и 18 лет. Больше они почти не общались. Она вышла замуж за другого, а он был обручён с детства. Но этот мимолетный образ стал для него путеводной звездой. Донна Ангеликата, ангельская женщина, которая вывела его из сумрачного леса грехов и через адские круги привела к райскому свету. Вся его божественная комедия — грандиозный памятник этой идеализированной любви к образу, но не к реальному человеку, со всеми его житейскими чертами.
И если быть честными, сегодня мы находимся не так уж далеко от XII века. Мы делаем ровно то же самое. Мы влюбляемся в подборку из 6 фотографий в профиле, в остроумную подпись под био, в проекцию наших же надежд. Мы влюбляемся в идею человека. И пока мы любим идею, нам не страшна настоящая близость с ее обязательствами, компромиссами и разочарованиями. Нейропсихологи снова объясняют. Наш мозг обожает шаблоны и достраивать картину мира. Увидев 6 идеальных фото, он, как искусственный нейросетевой генератор, моментально рисует полный портрет человека, идеально подходящего вам. К внешности прибавляется характер и все остальное. Мы не замечаем нюансов, которые нам не подходят. Мы влюбляемся в версию будущего, которого наш мозг мгновенно создает. И с психологической точки зрения мозг делает это не случайно. Это эволюционный трюк для выживания. Система, которая миллионы лет помогала нам. Когда Марина видит профиль, мужчина, 35 лет, архитектор, фото на фоне гор, спокойный взгляд, книга в руках, ее мозг не просто фиксирует пиксели, он мгновенно достраивает целую историю. Этот человек становится спокойным, надежным, глубоким, тем, кто любит природу, книги и долгие разговоры, тем, кто ее поймет. Но все эти качества принадлежат не ему, они принадлежат внутреннему миру Марины. Происходит мощный нейрохимический процесс, активируется дофаминовая система, но дофамин выделяется не на самого человека, он выделяется в этом моменте, когда это только проекция на предсказание награды, на возможность будущей близости. Мы чувствуем радость и влечение к собственной же гениальной проекции. Но дальше еще интересней. Мозг изо всех сил начинает защищать эту проекцию. Марина переписывается с молодым человеком. Он бывает отвечает, а бывает нет. Иногда проходит час, иногда 6, иногда он пишет на следующий день. И вместо того, чтобы подумать, возможно, он не заинтересован, ее мозг делает другое. Он защищает уже созданную симуляцию. «Наверное, он занят», — думает Марина. «Может быть, он на встрече». Он не из тех, кто постоянно сидит в телефоне. Мы все делали это. Мы все объясняли чужое поведение так, чтобы оно соответствовало образу, который уже создали. Несколько примеров. Допустим, вы познакомились в Tinder с парнем, чей профиль обещает глубокие разговоры. На первых свиданиях он отвечает коротко, часто переводит тему на себя. Мозг дописывает. Он просто стесняется или устал после работы, скоро раскроется. Через месяцы в жизни вы удивляетесь, почему он никогда не спрашивает о вас. Или девушка в био, которой написано «ценю честность», но в чатах она уклончиво отвечает на вопросы о прошлом, а ваш мозг, он говорит, наверное, она просто скромная, она не любит хвастаться, но через полгода всплывают секреты, какой-то бывший или что-то другое, и этот диссонанс сильно бьет по вашей психике. Вы задаетесь вопросом, почему не сказала раньше? Загадка состоит в том, что если вы будете внимательны к себе, вы заметите, ваш мозг узнает правду гораздо раньше, чем вы готовы ее признать. Уже в первые секунды первой реальной встречи активируются совсем другие нейронные системы. Те, что отвечают не за фантазию, а за считывание реальности. Они анализируют тысячи микросигналов, которые сознание даже не успевает зафиксировать. Интонацию, паузы между словами, ритм дыхания, микродвижение лица, запах, напряжение тела. И если реальный человек не совпадает с тем нейронным шаблоном, который мозг уже успел для вас создать на основе фотографий, сообщений и ожиданий, возникает тонкий, почти неуловимый сигнал, ощущение. Легкое напряжение, странная пауза, едва заметное охлаждение интереса. Это и есть сигнал рассогласования. Мозг сообщает: внимание, реальность не совпадает с прогнозом. Но проблема в том, что сознание часто не хочет этому верить, потому что образ уже стал для нас эмоционально значимым, и наша дофаминовая система уже начала инвестировать гормоны в эту возможность. Мы часто думаем, как же я мог ошибиться? Почему я была так наивна? Но на самом деле мозг не ошибся. Он сделал то, для чего был создан. Он увидел возможность и начал строить мост. Потому что любовь всегда начинается с воображения. И Данте, и Жофре, и Марина — все они делали одно и то же. Они создавали пространство, в котором
любовь могла проявиться. Поэтому не бойтесь влюбляться в аватары. Главное потом также не побояться встретиться с реальным, живым, несовершенным человеком. Ну что ж, матч случился, отношения развиваются, и здесь мы подходим к главному историческому водоразделу, который Эстер Перель, известный психотерапевт и исследователь любви, описывает почти во всех своих работах. В ранние годы крестьянин смотрел на будущую жену и видел работницу, тот самый человеческий ресурс, без которого его поле зарастет сорняками, а дети останутся без пригляда. Он искал не родственную душу, а надежную пару рук. Ремесленник искал хранительницу, но не в том высоком смысле, а в самом-самом приземленном, чтобы дом не остывал, чтобы еда была готова, чтобы заказчика встретила, если он в мастерской по уши в глине или стружках. Дворянину нужен был союз, крепкие связи с нужной семьей, которые принесут земли, деньги и влияние. И хозяйка замка, человек, который будет управлять всем этим делом, пока он на войне или при дворе. Каждый партнер выполнял одну-две функции. Остальное давала община, род, деревня, гильдия, церковь. Если у вас был сложный день, вы шли к друзьям. Если вам нужна была мудрость, вы шли к старшим. Если вам нужна была нежность, вы шли к детям. Если нужна была вера, вы шли к Богу. Поддержка была у братьев и сестер. Страсть иногда у любовников, иногда у мужа и жены, но никто не ждал, что один человек закроет все потребности разом. А теперь давайте честно, что мы ищем сегодня в одном человеке? Сегодня в одном человеке мы ищем любовника, от которого будет гореть постель, ищем лучшего друга, с которым можно проговорить до утра, ищем человека, который выдержит наши депрессии, ищем опору, на которую можно облокотиться, когда случаются сложности, авантюриста, с которым не скучно стареть, мы ищем сородителя, который идеально разделит воспитание детей, бизнес-партнера, с которым можно тянуть ипотеку и решать вопросы с налогами. Мы ищем безопасность и свободу одновременно. Вы слышите этот список? Он похож не на запрос к партнеру, а на должностную инструкцию для сверхчеловека. Эстер Перель говорит об этом с безжалостной точностью. Один человек должен быть для нас и спокойной гаванью, и захватывающим приключением, и лучшим другом. Но давайте подключим историческую оптику, потому что без нее наши огромные требования кажутся просто капризами современных людей. На протяжении тысячелетий наши потребности распределялись по целой сети людей. А потом случились индустриализация и урбанизация, люди переезжают в города, квартиры становятся маленькими, это сокращает размер семей. Теперь вместо нескольких поколений под одной крышей живут в основном родители и несовершеннолетние дети. Соседи? Скольких соседей, если вы живете, конечно, в многоквартирном доме, вы знаете? Знаете ли вы их имена? Все верно. Они остаются для нас незнакомцами. Родственники за сотни километров, и созваниваемся мы, дай бог, чтобы раз в месяц. Религия перестает быть утешением, а дружба становится редкой роскошью, потому что на нее нет времени. И в этом вакууме остается одна фигура, на которую возлагается вся та ответственность, которая до этого распределялась по деревне. Это тот, с кем мы делим постель. И тут возникает вопрос. Хорошо, а что же нейробиологи? Потому что если историки говорят о социальных изменениях, то нейробиологи смотрят внутрь нашего черепа. И там открывается картина, ну скажем так, не очень радостная для нашего списка ожиданий. Я, когда начала изучать эту тему, думала, ну все, сейчас ученые мне разложат про любовь все по полочкам. Дофамин туда, окситоцин сюда, и готово. Формула счастья в кармане. А потом я наткнулась на одно противоречие, на другое, и они меня зацепили. С одной стороны, есть пары, которые идут рука об руку всю жизнь. Те самые старики, которых вы видите в парке, он подает ей руку, она разворачивает ему бутерброд. Им по 80, а они все еще смотрят на друг друга, с какой-то нежностью, что ли. Исследования это не объясняют. Нейробиологи просто разводят руками. Ребят, мы не знаем, как у них это получается. А вот с другой стороны, есть Хелен Фишер, которая, кажется, знает про любовь больше, чем все поэты мира вместе взятые. И она опубликовала исследование в 2016 году,
которая многих отрезвила. Оказывается, наш мозг физически не способен объединить все те роли, которые мы сегодня требуем от партнера в одном человеке. Давайте объясню, как это работает, потому что без этого мы так и будем злиться на партнеров за то, что они не дотягивают до нашего идеала. Если вы, как и я, думаете, что мы любим сердцем, у меня для вас плохие новости. Сердце тут вообще ни при чем. Все, что мы называем любовью, происходит в нескольких маленьких, но очень занятых участках мозга. Гипоталамус, прилежащее ядро, вентральная тегментальная область. Звучит как название заводов в промзоне, верно? Но именно там разворачиваются главные события. Фишер говорит, у нас есть 3 разных системы. Они работают независимо, как 3 разных оркестра в одном городе. Первая система — сексуальное влечение. Это гипоталамус, тот самый древний отдел, который отвечает за голод и жажду, базовые потребности. Когда вы чувствуете сильное желание, это гипоталамус говорит «хочу размножаться и срочно». Все, никакой романтики, чистая биология. Вторая система — романтическая любовь. Та самая, из-за которой люди переплывают океаны, сражаются на чужих землях и пишут поэмы по ночам. Здесь работает вентральная тегментальная область и прилежащее ядро. И знаете, что они производят? Дофамин. Много дофамина. И кортизол, гормон стресса. То есть состояние «я безумно влюблен» с точки зрения мозга — это смесь эйфории наркомана и стресса перед экзаменом. Романтично, не правда ли? Результат этой активности — навязчивое стремление к человеку. Вы не можете перестать о нем думать, вы верите в него, даже когда все вокруг говорят, что, наверное, не стоит. Вы зависимы буквально, и у вас работают те же зоны мозга, что и при кокаиновой зависимости. И третья система — это привязанность. Окситоцин и вазопрессин, гормоны объятий, долгих вечеров на диване, ощущение «я дома» — они тоже рождаются в гипоталамусе, но работают совсем иначе. И вот что важно. Фишер утверждает, что испытывать все это одновременно невозможно. Мозг не умеет. Технические ограничения. Он может переключать нас из одного состояния в другое. Сначала страсть, потом, если повезет, привязанность. Но чтобы все сразу, извините, не предусмотрено. Но я подозреваю, что теория Фишер, как бы так сказать, немножко упрощает реальность. Потому что система привязанности, она чертовски сложная. На нее влияет и культура, в которой мы выросли, и наше воспитание, и предыдущий опыт, и психология, которая не учтена была в этом исследовании. Все те смыслы, которые мы вкладываем в слово «любовь», они очень важны. И нейробиологи рассказывают нам про дофамин и окситоцин, но они молчат про главное, про то, почему мы готовы ждать, почему готовы прощать, почему выбираем одного и выбираем его снова и снова, даже когда химия утихает. И честно, я очень надеюсь, что эту тайну они никогда не разгадают до конца, потому что если любовь можно будет разложить на молекулы, мир станет невыносимо скучным. А мне бы хотелось, чтобы поэты и философы всегда оставались в пределе. Но кое-что ученые все-таки поняли. И это, наверное, самое полезное знание для тех, кто хочет сохранить любовь на годы. Начнем с Артура и Элейн Арон, психологов, которые создали теорию саморасширения. Звучит сложно, но суть простая, как все гениальное. Мы влюбляемся, потому что другой человек расширяет нашу картину мира. Он показывает нам то, чего мы не видели, делится своим опытом, своей любимой музыкой и своими мыслями. Мы становимся больше рядом с ним, и страсть сохраняется, пока мы продолжаем расширяться вместе. Вы наверняка знаете те пары, которые начинают ходить на танцы в 50 лет, или вместе учатся кататься на сноуборде, хотя оба боятся скорости, или просто каждые выходные исследуют новый район города, хотя могли бы сидеть на диване. Исследования подтверждают, что эти пары, которые регулярно делают что-то новое, немножко выходя из зоны комфорта, сообщают о гораздо более высоком уровне страсти и близости. Неважно, что именно — курсы гончарного мастерства или просто новый маршрут для воскресной прогулки. Секрет не в том, чтобы найти все в одном человеке, а в том, чтобы создавать эти новые роли вместе. Для того, чтобы смотреть на одного и того же человека и каждый раз видеть немного другого, потому что вы вместе движетесь, развиваетесь и обогащаете друг друга. Но новизна — не единственный секрет. Есть кое-что еще, может быть, даже более важное. Любимая мною Эстер Перель формулирует один парадокс. Она говорит: любовь жаждет близости, но желание жаждет тайны.
Любовь хочет быть рядом, хочет слиться, раствориться, стать одним целым, чтобы мы было важнее, чем я, чтобы знать о партнере все, до последней родинки, до последней мысли. Но желание хочет совсем другого. Оно хочет, чтобы в партнере оставалось что-то неизведанное, что-то, что не принадлежит нам до конца, что-то, что еще нужно завоевать. И вот этот баланс, быть близко, но не слипнуться до неразличимости, он оказывается целым искусством. Страсть сохраняется именно в тех парах, где партнеры умеют быть отдельными. Они продолжают замечать, как он смеется, как она морщит нос, как он увлеченно рассказывает про свою работу, а она танцует, когда думает, что никто не видит. И тут возвращается тайна. И третье, тоже важное и совсем простое. Самое свежее исследование буквально 2026 года. Ученые взяли 141 пару и спросили их про любовь, про счастье, про то, как они друг с другом общаются. И что оказалось? Самое важное для сохранения нежности — не похожесть характеров и не совпадение интересов, и не одинаковые взгляды на жизнь, а то, сколько тепла вы дарите друг другу каждый день. Касаетесь ли вы друг друга просто так? Обнимаете ли, когда проходите мимо? Говорите ли «я рядом», когда у партнера плохой день? Давайте все это соединим. У нас есть 3 кита. Первый — новизна и совместный рост. Второй — уважение к отдельности и пространство для тайны. И третий — ежедневное тепло, касание, слова и внимание. И каждый из этих механизмов включает свою систему в мозге, ту самую, про которую говорит Хелен Фишер. И похоже, они все-таки могут работать вместе. Ведь пары, которые идут рука об руку к закату, существуют. А сейчас давайте вернемся в самое начало. Это маленький эксперимент, он займет всего 10 секунд. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и представили, что у вас нет выбора вообще. Вашу судьбу решили за вас. Вам сказали, с кем жить, когда рожать, чем вы будете заниматься, и вы просто плывете по течению, потому что других вариантов нет. А теперь откройте глаза. Что вы почувствовали? Облегчение? Мысль: «Боже, какое счастье, не надо мучиться, выбирать, бояться ошибиться». Или «О, ужас», ледяная дрожь от мысли, что ваша жизнь не ваша. В этом эксперименте и те, и другие правы. Одни говорят: какое счастье, не надо мучиться этим выбором, не надо думать, не надо бояться ошибиться, а другие: но это же клетка, это же смерть при жизни, это же хуже всего. И те, и другие правы, потому что отсутствие выбора — это и правда клетка. Но это еще и, например, отсутствие тревоги. А наличие выбора — это свобода, но это и бремя, которое наши плечи иногда не хотят нести. Сейчас хочу поговорить о том, как мы всего за 150 лет свободы умудрились построить нечто удивительное. Потому что эти 150 лет свободы, они не прошли даром. Мы не просто получили право выбирать, мы начали экспериментировать. Впервые в истории у нас появилась роскошь спрашивать себя: а как я хочу жить? А какие отношения мне нужны? А что, если попробовать по-другому? И знаете, что произошло? Мы построили столько форм отношений, сколько не было за всю историю человечества. Давайте глянем на это разнообразие. Моногамный брак по любви. Тот самый, который наши бабушки считали чудом, если он случался. Сегодня это просто один из вариантов, но далеко не единственный. Открытые отношения, где люди договариваются: мы любим друг друга, но можем иметь других партнеров. Полиамория, где в одной семье несколько партнеров и любви много, ну или немного, просто множить или больше. Партнерские отношения без детей, и это больше не считается неполноценной семьей. Родительство без партнера, через доноров, через усыновление, через просто родить для себя. Гостевые браки, когда живут отдельно, но встречаются по выходным, и это тоже классно работает. И однополые браки, которые вообще были немыслимы еще 50 лет назад, а теперь стали законной реальностью в половине мира. Ну и сознательное одиночество, когда человек выбирает быть один, и это не трагедия, а образ жизни. С карьерой, друзьями, путешествиями, любовниками и без обязательств жизнь может быть настолько же наполнена, насколько жизнь в браке. И я перечислила это все не для того, чтобы вас запутать, а для того, чтобы вы увидели главное. У нас появилось право конструировать свою жизнь. Раньше была одна схема: женись, выходи замуж, рожай, терпи, умри, все. Сегодня схем нет. Есть только мы, наши вопросы и наши желания. И это, знаете, одновременно самое освобождающее, но и немножко страшное.
Я не экстрасенс, не знаю, что будет через 50 лет, но вижу несколько тенденций, о которых говорят социологи и исследователи. Мы с вами прошли огромный путь. От саванны, где люди жили коммунами и не знали, что такое частная собственность, через аграрную революцию, которая приковала женщину к дому и сделала ее верность экономической необходимостью, через средневековых трубадуров, которые впервые осмелились петь о любви вне брака, через 150 лет свободы, когда мы, наконец, получили право выбирать. Мы заглянули в мозг и увидели 3 системы, которые эволюция создавала миллионы лет и которые вроде как не умеют работать одновременно, но мы с вами можем с этим поспорить. Мы увидели Марину с ее 600 мужчинами в телефоне и комом в горле. И вот теперь мы здесь, в точке, где у нас есть все, абсолютно все, свобода выбирать, технологии для поиска, право на любой формат отношений, возможность быть одним и не умереть с голоду, возраст, который больше не приговор для нас. И мы стоим на краю истории и должны выбрать, куда шагнуть. Так что же теперь? Я приглашаю вас научиться жить с этой свободой так, чтобы она вас согревала. Мы научились летать, научились лечить болезни, научились выбирать партнеров. Но давайте научимся главному — как оставаться рядом в долгих отношениях, в любви, в нежности и страсти. И, возможно, это и есть главный вызов 21 века — научиться создавать глубину в мире бесконечных альтернатив.